Так, меня зовут Владимир, я журналист. Мы пишем такие вот видео с людьми, осужденными по вашим статьям или подобным к вашим, для того, чтобы забрать вас на обмен. Окей. Поговорим? Да не вопрос, давайте. Пообщаемся. Хорошо. Значит, вы не против подзаписи для публикации? Это Да, пожалуйста. публикуется в YouTube. Пожалуйста. Хорошо. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Чернышов Сергей Витальевич, 1965, 28.08. Город Марганец, Марганец. Это какая область? Днепропетровская. Днепропетровск. Так. Вы там же и жили? Да. Там же и жили. Какая у вас статья, что она означает и сколько лет вам дали? 111, 15 лет дали. 111 это что? Это коллаборация. Измена Родины. В чем она заключается, коллаборация? Ну, ваша, то есть, ваша в частности. моя в частности разговаривал с сыном. Сын у меня на той стороне. Я с ним разговаривал и по телефону, обсуждали ситуацию. Вот и все. Можем посмотреть переговоры? Пожалуйста, пожалуйста. В Тюмени вы родились, да? Да, я в Тюмени родился. Так. 25 мая 22 года, да, по 27 мая 22 года в Марганце вы находились, по такому-то телефону, такой-то имей, разговаривали с Сергеем, тоже такой-то Нет, номер. не с такой-то. Сергеем, а с Александром. А що це особистим обліковим записом Сергій? Не Вот знаю. это. Это, видимо, особистый, это мой. А, это ваш, понял, это ваш, а вот его. Все, Да. теперь разобрались. Так. Угу. Ну, разговаривал, я смотрю, не просто разговаривал, а... Обсуждал, да, вот эту всю ситуацию и, скажем так, разговаривал о том, чтобы не было выстрелов по Марганцу, иначе с Марганца прилетит в Энергодар, и от нас ничего не останется. Вот. Объясните еще раз, не совсем понял. Вы говорили о том, что желательно, чтобы не было ударов по Марганцу, потому что из Марганца прилетит в Энергодар. Из Марганца прилетит в Энергодар, и рванет эта атомка, и от нас ничего не останется. То есть вы хотите сказать, что вы с ним общались для того, чтобы, цель вашего общения была, чтобы в Марганец не прилетело? Да. А зачем же в таком случае говорить о... Так, я сейчас прочитаю, а вы уже скажете, что здесь не так. Он, кстати, военнослужащий сил РФ, правильно? Да. Да? Сын ваш? Да. Но на тот момент он уже был, комиссованный после ранения. Он находился в госпитале. Так, значит, местоположение военных баз и техники на территории отдыха, базы отдыха Так «Чайка». дело все в том, что там даже близко не был. Понимаете? Вот в чем дело. Это мои были предположения. Вот и все. Я ему высказывал предположения. Тут не написано, что вы там были или не были. Тут сказано, что вы об этом говорили просто. Понятно. Мы это обговаривали. Так, дальше. Гірнично-збагачувального комбинату, я не знаю, как это перевести, но мы по-русски говорим для того, чтобы на той стороне послушали и как-то... Да, это МГОК. Забрали, да. Угу. Так, это там вы тоже не были, да? Нет, конечно. Не были. Просто говорили, что там есть военная часть. Нет, я не говорил этого, что там есть военная часть. Вы говорили, где и как оно расположено, правильно? Я говорил, что возможно по всему побережью, В том числе и там? побережью, да, и там тоже могут находиться. Хорошо, а вот военная часть А-0593 зенитно-ракетных войск? Ну, это вот как раз за нее и говорил, что она на турбазе «Чайка» МГОКа. Там турбаза, и может оттуда прилететь так, что и мало не покажется. Ну, то есть вы были все-таки в курсе, что там находится часть? Нет, я не был там в курсе, что она точно находится. Я предполагал.
Да не, ну тут как-то расписано, я не знаю, Ну, просто они это из ваших слов расписывают- или не из ваших. они Тут расписывают командный так, что- пункт, тут радиолокатор, тут пусковая установка. Скажите мне, пожалуйста, как я могу знать, какая установка там, какой радиолокатор мог там быть? Ну, припустим, они расписывают просто то, что там есть, а не То, что там есть, да, а не то, что я там видел или знаю. Понимаете? Они свои предположения пишут, а я свое В говорю. принципе, все. 2 дня вы с ним пообщались, рассказали, где что, Да, по вашим предположениям. Вину не признали, да? нет. Вину не признали. Ну, дело все в том, что в моем обвинительном акте ничего не найдено, ничего нет, нет того, нет того, нет того. Только все основано только на моих Я разговорах. могу вам прочитать речевые доказы. Вещдоки. Ну. Нож, похожий на японский меч. Ну, нож это нож. Это не 111. Это не 111. Понимаете, это 263. Вы думаете, я вам доказываю, что нож это 111? Нет, я же говорю, это, Я вам просто говорю, я это вам могу прочитать, что у вас 263. тут было. Я бывший сотрудник милиции. Так. Это подарки все А были. где вы работаете? Ну, давайте сейчас. Смарт-часы, GTS и кабель зарядки. Это не мое, это жены было изъято. Его вернули. Паспорт. Ну, паспорт, само собой, понятное дело. Хорошо. Это, в принципе, все вещдоки. Есть еще почему-то черный носок, но я не знаю, к чему он здесь. Черный носок, лепится. потому что в него подкинули в нем гранату. В черном носке. А где же сама граната? Почему я гранату не вижу? А Почему потому что, гранаты нет а вообще потому здесь? что, а потому что ее судом было не признана она была судом. Потому Не что она признано как подброшена. Что? Она подброшена была. Адвокат доказал, что граната была подброшена на суде. Вот так. Ну и телефон, сим-карты, собственно говоря. Ну, а в телефонах ничего нет. В телефонах ничего нет. Знаете, как говорят, есть доказательства у многих, так, в телефоне, и фотосъемка, и там карты, и все такое. В моем телефоне ничего этого не было. СБУ дело вело? Да? В вашем деле есть конкретно то, что я уже прочитал. С 25 мая Конкретно то, что разговаривал с по сыном. 27 Всё. мая вы разговаривали с сыном, а сын служит в войсках РФ. Служил. И вы ему сказали... Служил на то время. Ну, и вы ему сказали о том, что ты знаешь, у нас здесь много войск, там-то и там-то, там-то и там-то. Я так думаю, я так предполагаю. Да. Мне надо Ну сюда вот этого и стрелять. хватило, вот и все. Понятно. Ну, а лет сколько там, я не посмотрел? 58. Не вам, а Сыну 30. срок на канале. 15 лет. 15. Серьезно. На обмен, я так понимаю, вы хотите. Конечно. Вы где служили, кстати говоря? Вот вы говорите, в милиции. В охране. В службе охраны? Ага, ну, то есть вы, это считается штатный сотрудник Конечно, полиции? конечно. Штатный. Не полиции, милиции. Ну, тогда еще была Советской, да. милиция. Ну, какая разница. Это в каком году вы уволились? В 99-м. Ну, Давно. да. Давно. А потом чем занимались? А потом... Пенсионер? Нет, кондиционеры, спутники, видеонаблюдение, сигнализации. Таким. Угу. Вот эта ваша пророссийская позиция, она есть или ее нет? Ну почему нет? Есть. Я хочу в Россию. Нет, уехать. то, что вы хотите в Россию, это понятно. И тут, знаете, 15 лет... Вы знаете, я не сторонник войн. Я сторонник того, чтобы люди договорились и без всякой войны обошлись, понимаете? Вот в чем дело. Почему-то, когда евроинтеграция произошла, денег никто не дал на то, чтобы переоборудовать всю инфраструктуру, промышленность, подтянуть страну
к евростандартам. Денег не было ни у кого. Как только началась война, деньги поперли сюда. Вы думаете, Деньги нам на войну обязан кто-то давать деньги на то, чтобы поддержать страну? Ну а как? Смотрите, Польшу, когда ее приняли... Было, да. было. Больше помогли, чем нам. Но мы же только торговую ассоциацию заключили, мы еще не вступили в Евросоюз. Понятное дело. Ну. Не только торговую ассоциацию, а ассоциацию в Евросоюз. Но, опять же, Это и есть торговая ассоциация. опять же, Я вам чуть-чуть. торговая ассоциация, она, скажем так, ввели квоты на все. Если раньше торговали Слушайте, довольно я это свободно, всё прекрасно понимаю, да? Квоты, у торговой ассоциации с Евросоюзом есть свои плюсы и минусы. Ну, Там, понятное всё это дело. Мы это, Есть много разных проблем, да. Я бы предложил не обговаривать это так долго, я просто не пытаюсь углубляться понять, в чем это, же да. тогда Россия лучше. А я что, сказал, что лучше? У нас все одинаково. Вы как бы противопоставляете. Понимаете, у нас меня всё ж одинаково. спросил, у вас есть пророссийская позиция? Вы говорите, есть. Я хочу именно пророссийскую позицию, не антиевропейскую, а пророссийскую. Я вам скажу так, ну, так как у меня там родственники в большей степени, поэтому я хочу туда. Ну, не знаю точно, какой они позиции там. Вот. Ну хорошо, вот вы, не, ну я понимаю, да. 15 лет плюс родственники — это весомые аргументы, почему вы должны пойти, собственно говоря, на обмен. Да, не спорю. Но все-таки, вот вы говорите, не сторонник войн, нужно было договориться. А как договориться? Как договориться с Россией? Да надо было переговоры вести. Так вели. Сколько, кто вел? Никто не Начиная с вел. 2014 года. С 2014 года? Да. Ну давайте. Минские соглашения 1. Переговоры. Ну да, Минские соглашения 2. Переговоры. да, Трехсторонняя контактная группа. Переговоры. да. Нормандский формат — это уже с участием других стран. Переговоры? Переговоры. Ну. То есть вы говорите, нужно было вести переговоры, а их вели. Ну так а почему до сих пор не договорились ни о чем? Потому что Путин напал. Значит, что-то не договорили? Нет. Еще раз. Давайте логическую цепь. Да? Вы Ну да. говорите, нужно было вести переговоры. Я вам говорю, так вели. Вы говорите, не вели. Я вам привожу, Нет. какие вели. Вели переговоры. Да, Путин начинает обстреливать Украину ракетами. Как еще нужно было вести переговоры, чтобы он не начал этого делать? Ну, дело все в том, что, значит, не было никакого конструктива к этому. Понятно. К мирному решению. Дело в том, что конструктивно идти крайне сложно, потому что ситуация следующая. На нашу территорию, на территорию нашей страны, зашли иностранные войска, а именно российские, и начинают требовать каких-то своих Условий? условий, да. Сделайте так, а не сделайте так. Минские соглашения написали, такое впечатление, что собрались, квасили всю ночь, утром написали, пункты друг другу противоречат, и навколо, вокруг этих пунктов, да, мы ходим и пытаемся договориться. Вы говорите, не было конструктива. Ну как же, ну это, собственно, и был конструктив, это были разговоры, до чего-то бы, может быть, договорились бы, но он начинает видите, обстреливать ракеты. не договорились же ни до чего. Так правильно, так вы говорите, я сторонник мира, я тоже сторонник мира, но по нам стреляют ракетами, заезжают к нам колонны танков по всем направлениям, начинают все валить, все разрушать, стрелять, убивать, в том числе и насиловать женщин. Ну, я так скажу, вот эта вся агрессия вся, она же не на пустом месте возникла. С 2014 года обстреливали и Донбасс, Так, вот. так. Ну вот. тоже ж обстреливали. Это уже ближе к пророссийской истории. Обстреливали. Там гибли люди, гибли. Давайте, опять-таки, максимально сокращаем. Ага. Вы этой вообще историей интересовались про Донбасс? Ну да. Что вы интересовался. об этом знаете? Ну как что? Сколько там тоже народу погибло? Как Не, там давайте, тоже обстреливалось если вы всё? интересовались, пошагово, 14 год, что происходит? Ну что происходит? ДНР, ЛНР, они организовались, так сказать. Эти ДНР, ЛНР, так? И они требовали что? Они требовали тех же громад, как вот сейчас организованы у нас здесь. Они то же самое требовали, но им навстречу никто не пошел. Не хотели тогда этого делать. Так.
То есть они же хотели остаться в Украине? Еще что знаете по событиям? Ну, по событиям особо так немного. Ну, обстрелы-то были там, были. Не, это все? Люди гибли. Ну, я не буду говорить, что я там влазил в эту ихнюю политику во всю. Особо не влазил. Поверхностно все. Все поверхностно. Если все поверхностно, можно ли считать ваше мнение достаточно обоснованным? Ну, я скажу, что нет. Мое мнение не может быть обоснованным полностью. Почему? Потому что, ну, как вам сказать, я не могу точно сказать, что это все либо те сделали, либо эти. Вот в чем дело. Потому что виноваты обои. Когда начинается вот такое, виновата и та сторона. Добавляю к вашей информации, которой вы располагаете, еще немножко информации. Значит, в начале 2014 года в том же Донецке люди выходили с украинскими флагами под украинский гимн и говорили: мы не хотим никакого разделения и не хотим никакой сепарации. Там их начали бить, начали избивать привезенные из России люди. А первые смерти, вот это четко, абсолютно зафиксировано, как раз с проукраинской стороны там. Дальше людей с противоположной позиции начали закрывать и сажать. Дальше миллионы людей из этих регионов уехали, в разные места уехали. Да? Я общаюсь с людьми оттуда, из Донбасса, и процентов 10, может, я закончу, процентов 10, может быть, из них только вообще были на этом референдуме, и 1% из всех только понимает вообще, за что там голосовалось. Да? Все они утверждают, что голосовалось за автономию Донбасса. Хотя из бюллетеней, которые есть в открытом доступе, понятно и четко видно, что голосовалось за независимость или остаться в составе Украины. Там не было никакой автономии в этих бюллетенях. Там было очень четко поставлено ребром. Далее, по ходу этого дела, туда заходят российские добровольцы, так называемые. Российская военная техника заезжает. Гиркины, Стрелковы, Моторолы, Павловы, Бородаи и все прочие. Да? Это все россияне. Их руками там устраивается референдум, но этот референдум уже нельзя абсолютно считать мнением Донбасса, потому что миллионы людей уезжают. Миллионы людей туда просто не идут. То есть это фактически люди, построенные с флажками, другие люди нанятые, которые ходили с этими скрыньками по улицам, ну, собственно говоря, фикция. Я вас а не понял. то, что можно считать мнением именно народа Донбасса. Дальше там становятся российские войска, с нашей стороны становятся наши войска, и наши войска начинают делать ровно то, что делали бы войска любой страны, на территорию которой вторглись. То есть начинается война. Теперь вернемся к вашей позиции. Стреляли? Ну, конечно, стреляли. Дело все в том, что когда это все началось, я находился вот здесь. Я сидел здесь уже. Поэтому у меня информации было очень мало. Да. Я сидел здесь, у меня был срок 10 лет. Я здесь отсидел 7 лет и вышел по УДО. Я Понятно? думал, это вот это. Нет, это не только это. А за что сидели? 121-я. Кого побили? Ну, 121-я, вторая. Кого Влез в драку, Кого побили, что аж убили? разнял драку. Вот. Тот, которого избивал так, он взял дрын и проломил ему голову. А меня сделали крайним, потому что у того были бабки, он заплатил. И он на воле, а я отсидел 7 лет. Понимаете? И никто не разбирался. Вот так вот. Но при этом, при всем, вы отсидели 7 лет, у вас был доступ к украинскому телевидению, радио, средствам массовой информации. Ой, вы знаете, здесь... Вы это все смотрели? Здесь телевизоров и вот этой информации, ну, это минимум. Я понял, понимаете? но все равно вы 7 лет, вы все равно находились так или иначе в украинском информационном пространстве, и вы остались при мнении, что туда же стреляли. Стреляли Ну, да, же. да. Очевидно, просто так брали и стреляли. Ну, не просто так это возможно? все. Как это возможно? Ну, не просто так Вот это я вам все. сейчас рассказал вот эту я же цепочку говорю, событий. Она что-то виноваты. привнесла? Ну, конечно, ваше привнесла. Я вам скажу так. Все это вина с обоих сторон. Это, опять же, о том, что не смогли ни о чем договориться. Начнем с Крыма.
Заходят российские военные, ну, части там, естественно, стоят, заходят эти зеленые человечки, начинают наших военных разоружать, начинают оккупировать части, призывают к сдаче. Как с ними, да, ну, где процесс переговоров должен был начаться? Ну вот за Крым я ничего не скажу. Вот это уже однозначно неправильно. Все-таки неправильно. Да. Дальше, после Крыма, ну, в момент Крыма у нас непонятное что-то с вертикалью власти, там есть исполняющие обязанности президента Турчинов, понятно, который там... собирает других исполняющих обязанностей, и они проводят беседу по поводу того, что делать с Крымом. Я читал стенограмму этой беседы, она не полная, но даже из неполной понятно, что обсуждают они там черти что. Ну, в общем, сдали они его сами, Крым. Нет, ну, если смотреть объективно на эту ситуацию, или как я на нее смотрю, то Крым, естественно, аннексировали, в первую очередь. Они его Но сдали. с нашей стороны мы тоже ничего не сделали для да? того, чтобы они его просто сдали. Да, но тем не менее, слабость одной стороны не дает ведь права другой стороне, именно формального права забирать территорию. Естественно. Это, как вы сказали, неправильно. Это неправильно. Я говорю, что с нашей стороны тоже это было, но я не к тому вел. Я говорю, что в момент, когда Россия поперла на Донбасс, у нас, вертикаль власти уже как-то более не менее выстроилась, и какие-то понятные решения пошли. Ну, может быть, это помощь западных партнеров, я не знаю, как это было. Но уже начали по чуть-чуть обороняться. К слову говоря, на границу с России, когда оттуда поперли российские войска, вот эти так называемые добровольцы и техника, наша техника и наши танки тоже ехали. Но сами же жители Донбасса выходили и как бы голыми руками их останавливали. Возможно, вы видели эти кадры. И именно поэтому наши танки остановились на вот этой линии разграничения, а не доехали до границы, где должна была быть война, по сути, да, если там есть вторжение. А они остановились здесь, и поэтому линия разграничения прошла здесь, и поэтому они остановились здесь, и поэтому по россиянам и по сепаратистам они стреляли отсюда, и поэтому, конечно, туда прилетало. Вопросов нет. Понятно. Но где здесь нужно было договариваться? Если Крым неправильно, дальше Донбасс. Где на Донбассе? Какие договоры могли быть? Я ж не знаю, я не политик, скажем так. У меня образование среднетехническое, а не политическое. Ладно. В этих вещах я особо не разбираюсь, поэтому в эту... Просто вы все утверждаете про то, что не было переговоров или где-то не договорились, но вы вы эту фразу говорите, а когда начинаем брать детали, вы все говорите, что я политикой не интересуюсь. Зачем же вы говорите о переговорах в таком случае? Дело все в том, что вы понимаете, что в любом случае договариваться надо. Да в любом случае, конечно, договариваться надо. Знаете, была такая Золотая Орда называлась. Знаем. Как они нападали технически, помните? История. По истории знаю. То есть бегут, все на своем пути грабят, убивают, всех, кто не подчиняется, уничтожают. Всех, кто подчиняется, дают ярлык на княжение. Да. Россия в данном случае ведет себя ровно как и эта Золотая Орда. То есть она вторгается и вторгается. Она не хочет ни с кем ни о чем договариваться. Она хочет выдать ярлык на княжение. А мы никаких ярлыков от них принимать не желаем. Вот вам и вся история. Это ж... Так о чем договариваться? Давайте мы вам подчинимся? Не знаю, у них других условий нет. Я не знаю, какие условия они там выставляют. Это вам надо было, конечно, больше интересоваться, чтобы знать. На данный момент, я думаю, если бы на данный момент произошли переговоры, то условия у них были бы только одни. Отдать им часть украинской территории. Это все. Я не знаю даже. Нет, так они ее уже своей признали. Если вы не в курсе вдруг. По телевизору я слышал, что они там что-то какие-то референдумы проводили и все такое. Референдумы это уже в прошлом. Россия просто признала эту территорию своей. А именно Запорожскую, Донецкую, Херсонскую, почему-то, Луганскую область. Признали они просто своими. Признали субъектом Российской Федерации. Хотя Херсон после этого понятно. Вернулся в родную гавань уже, и несколько других населенных пунктов. Но вопрос, то есть
вернемся к переговорам. Ну что, ну если они это признали своим, то, вероятно, на переговорах они захотят только одно: отдайте нам наше. А мы будем говорить, оно не ваше, оно наше. И что дальше? Тут решает только оружие. Ну вот вам и пожалуйста. Получается, ни те не хотят уступать. И никаких договоренностей Почему? Объясните не мне, мы будет. должны им в чем-то уступать. Мы жили себе, жили спокойно. Они пришли на нашу землю, вторглись. Почему вдруг мы должны взять и начать уступать? Ну, не знаю, кто там и кому должен уступать. Вот в чем дело. И именно поэтому, в общем-то, и идет война. Потому что совсем непонятно, в чем и почему мы должны вообще уступать. Ну, я не знаю, как это. Не могу сказать даже вам. Не можете сказать. У вас дети, семья есть? Помимо сына, который там воевал? Есть, конечно, жена есть, дочка есть. Тут? Нет, Тоже там? жена уехала к дочке. Дочка в Канаде живет с зятем. Вы что, смеетесь? Да. Как это же загнивающий Запад, как это она там Ну, живет? вот так живет уже давно. И нормально живет? Да нормально, а что он будет ненормально жить? Да ну-ка, я вообще не понимаю, как в этих странах можно нормально жить. Там же одни, там же, я не знаю, притесняют людей, все такое. Только в России свобода. Не знаю, не знаю. Везде плохо. Сын там в хорошо. России, дочка там, жена там тоже. Жена тоже в Канаде? Ну, она к дочке уехала. И жена к дочке. А давно? Ну вот, когда эта вся ситуация Когда все началась. началось, она уехала к дочке. Да. А что не к сыну? А вот этого я не знаю даже. Потому что я с ней не общался. Ну, выбор стоял между Канадой и Россией. Без понятия даже. Как она могла Стоял выбрать ли- Канаду? Стоял ли выбор вообще? Да нет, стоял, конечно. Ну, как же ж он мог не стоять? Я же говорю, я не общался с ней. Понял. Вы уже в разводе? Да? А, Сейчас уже в разводе. понял. Да, такая себе история. Так, ну а сын ваш, собственно говоря, кто? Он там был военнослужащим, сержант. Ну, командир чего-то там, я читал. Командир БМП. Командир БМП. И получил ранение? Да. И сейчас комиссован. Ну вот поэтому хочу к нему, что там с ним и как. Может, ему помощь нужна. Все-таки уже, как говорится, ранения-то непростые все. Он женат, дети? Нет уже, ни женат, ни детей нет. Это странно. Сколько ему лет вообще? 30. 30 лет. Но он ведь являлся непосредственным участником вот этих боевых действий. Вы с конечно. ним не говорили о том, что надо там переговоры какие-то? Не, дело все в том, что я ж с ним, у меня с ним связи не было до того момента, пока он не попал в госпиталь. Вот. А потом я как раз освободился по УДО, и после этого только у меня с ним связь появилась. Вот и все. Сколько вы на свободе проходили? 3 месяца. Условно-досрочная. Да, У вас с ним появляется связь. да. Вы с ним ведете вот этот разговор. И заезжаете. Да, и заезжаю обратно. У меня общий срок 18 лет. Не 15, 18. Почему 18? Потому что 3 плюс года там досиживать. То, что не досидели, Да, плюс 3 года. и 15. Поэтому я и хочу на обмен. Ваш мотив мне как раз кристально понятен. Потому что мне 58 лет практически, так? Да. Я здесь, скажем так, в тюрьме и умру. Я эти 18 лет не досижу. По статистике у нас мужчины живут 68-70, женщины 70-72. По Потому что у статистике. них нет жен. Женщины живут больше, потому что у них нет жен. Ну, так. Возможно, да, я понял. Не, ну я понимаю, что вы понимаете, вы в адеквате, как бы, что это для вас, в общем-то, как пожизненный срок. Да, да. Поэтому я же говорю, ну, этот срок я не досижу. Я вижу смысл только в обмене. Будет обмен, будет хорошо, не будет, ну,
Ну а вот как вы считаете, должны они вас забрать? Ну, я считаю, что да. Почему? Ну, потому что у меня все-таки я сын там, и родственники там тоже. А кто еще из родственников, кстати? Здесь? Там. Там дядьки, тетки, там много. В Тюмени много родственников. В Тюмени. Мгм. Так, ну, в общем, этот блок видео мы закончили. И еще коротенькое видео мы сейчас записываем. Я в двух вариантах пишу, я не знаю, Хорошо. какой пригодится. Я Чернышов Сергей Витальевич, 65-го года рождения, нахожусь в СИЗО, значит, по статье 111, часть 2, срок дали 15 лет. 111 часть 2, это что? 111 часть 2, да. Это что? Ну, объясняйте. Это измена Родине, Измена. коллаборационизм. Да. Вот, так как у меня находится сын в России, хотел бы, чтобы меня забрали на обмен в Россию. Родственники Вот, еще у вас родственники есть там, поэтому хочу, чтобы меня забрали на обмен. А сын ваш еще и военнослужащий. Да, сын Ну, военнослужащий. скажите своими словами, что Сын военнослужащий, поэтому, я же говорю, хочу, чтобы меня забрали на обмен. можете сказать, сын там военнослужащий чего? Ну, где служит? Пехота, командир БМП-3. Хотите на обмен? Да, хочу на обмен. Что я от вас хочу, вам говорили уже? В двух словах. И что? Именно что касаемо, что по обмену. Да, я журналист, меня зовут Владимир, если что, там можете задавать вопросы какие-то свои, потому что мы с вами будем беседовать, и вы можете там, не знаю, аргументы какие-то, ну, в общем, просто общение. Но самая главная цель общения – это то, чтобы вас забрали туда на обмен. Понимаете? Да. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего видео? Да, Нашей да, да. беседы? Добро, да. Отлично. Как зовут вас, фамилия, имя, отчество, откуда вы, число, месяц от рождения? Меня зовут Могутнов Сергей Викторович, 10.11.1973 года рождения. Живу здесь, жил в Днепре по улице Софьи Ковалевской. Вот, работал в компании, вернее, даже работаю в компании «Водафон Украина». Я Водафон считаюсь- Украина? Да. Вы что еще говорили? Я считаю. Ну, я вас перебил. Водафон, вы говорите, я считаю. Да, я считаю, что я еще сотрудник компании «Водафон». Понял, есть. Это ваш приговор. Да, Не против, если мы полистаем без деталей? да. И расскажите, какая статья, какой срок и что, собственно говоря, за что вас осудили? Статья 114-2, пункт 3, шпионство. Шпионаж. Да, шпионаж. Так. 10 лет. Это суд первой инстанции. Сейчас подали на апелляцию. Вы еще, приговор еще не вступил в законную силу. Ну, я не совсем разбираюсь, но уже 10 лет как срок уже первый суд инстанции постановил. 2 мая 23 года вас осудили. Да, совершенно верно. Значит, в чем вас обвиняли? Меня обвиняют в шпионстве я в пользу, понял. да, Детали. в пользу Российской Федерации, генерального штаба, что-то там такое. Ну, а детали, что здесь? Детали. Якобы я передавал координаты, передавал всяких военных объектов, стратегических, вернее, даже не объектов, а скриншоты и потом переписка с представителями иностранного государства. Вот. Ну, тут написано следующее. То есть я не утверждаю, что это правда, но я вам просто задаю вопрос, что вы об этом можете сказать. 24.02 по 25.02, то есть в один день, да, вот в этот день вы через Telegram написали в чат-бот «Милиция ЛНР ДНР». Ну, это вообще не писал, это не доказательство, это все домыслы. Тем более в час бот какой-то там написал. В чат-бот? Час. Не чат-бот, а час. Ну, это же опечатка. Я даже не заметил ее. Понятно.
То есть вы якобы написали туда, здесь так сказано, Ни одного доказательства нет, нету... желая передать розташування Збройних сил України. Хорошо. 11.03, это через неделю, по сути, с целью предоставить государству-агрессору информацию через мессенджер Viber, вышел на связь с представителем военного подразделения, гражданином РФ Шаровым Владимиром Викторовичем, который является сотрудником Главного разведывательного управления Генерального штаба РФ, и предложил самостоятельно свои услуги по сбору и распространению информации про перемещение военных и так далее. Это было? Нет. Я ничего не предоставлял, ни с каким Шаровым или Шаровым, не знаком, не общался, ничего. Я этого человека, скажем так, вообще не знаю. Если он вообще это человек. Понял. Нет, давайте так, мы не знаем, есть ли этот человек. С человеком, с таким именем или с каким-нибудь другим человеком через Viber вы на эту тему общались? Нет. Но здесь есть как бы вот 30.03 18:48 с мобильного телефона Xiaomi такой-то, модель такая-то, серийный номер такой-то, имей такой-то, номерами телефонов такими-то, добровольно через Viber отправил представителю, собственно говоря, тому самому Шарову или Шарову, что вы тут отправили, скриншоты нахождения военных частей. Скриншот у меня на телефоне действительно был. Я работал по работе именно здесь, недалеко воинская часть находится. Я был на этом объекте. Сотрудники воинской части обратились в компанию Vodafone, где именно разместить оборудование. Я сделал скриншот именно для себя, для своего понимания, где ставить релейные антенны, чтобы видно было, увидеть пролет, можно ли сделать. У них было задание сделать пролет в сторону Подгородного, отсюда. А вы, адвокат прилагал к вашему делу вот это тех задания от Vodafone? Это все есть, да, это именно задание с Vodafone. Это люди, которые официально обратились в компанию Vodafone. И у меня эта фотография действительно на телефоне была. Я не отрицаю. Ну, вопрос, передавал или нет, это уже. Так, дальше идет передача той же части. Про Павлоград-1 расскажете? Ну, по крайней мере, расскажете, что здесь написано? Да, могу. Да. Давайте. Я был в Павлограде, у меня родители там живут, мама и папа. Вот, и это был суббота, 3 числа, по-моему, 2-3 числа я услышал, пролетела ракета и взорвалась в стороне Павлоград-1 железнодорожной станции. На следующий день я поехал посмотреть, что случилось вообще, потому что родители живут в непосредственной близости, скажем так, от этого вокзала. Вот. Я посмотрел, что произошло, снял небольшое видео и все, как бы, ничего такого особого, никуда не передавал это видео для себя. Но я тут же потерял интерес и удалил ее в корзинку. Это все, то есть. В корзине осталось? Да, в корзине осталось. Но сотрудники СБУ посмотрели телефон, изъяли, посмотрели корзину, вытащили оттуда. Да нет, да это все, как бы все понятно. Ну, я не передавал именно это. Другой вопрос, что просто так я не видел случаев, когда просто так лепят передачу данных через Viber с конкретными указаниями номеров имеев, которой вообще не было, не существовало. Я пытаюсь это доказать на суде, именно взять экспертизу Вайбера, но мне никак всячески препятствуют, совершенно не интересуются этим. Я пытался, мы связались с компанией Viber, мой адвокат, услуга стоит $200, на что судья не дал
никакого ни положительного, ни отрицательного ответа. Был запрос официальный в суд, и судья просто, скажем, проигнорировал. А в деле скриншоты с вашего вайбера хотя бы присутствуют? Ну, то есть обычно делают скриншоты ваших сообщений и добавляют в дело. Видео, да, это есть видео, мне показывали, как это видео, это в режиме презентации, я так понял, показано, эмуляция, презентация сделана. Видео, якобы я переписку вел, там есть текстовка, то есть я как бы якобы соглашаюсь, там дают задание, якобы я это выполняю, все. Но на самом деле на сервере Viber этого нету. Я больше чем уверен, я пытаюсь это доказать в суде. Я вашу позицию понял. Следующий момент. Что там было по съемке колонны техники? Колонна техника, возвращаясь с Павлограда, в этот же день я увидел колонну техники на Донецком шоссе военной. Я проехал мимо, снял тоже видео небольшое. То есть там стоял, как мне уже потом сказали, это была колонна ПВО. Вот и все на этом. И якобы я эту переписку опять же отправил этому Шарову. А зачем вы снимали вот эту колонну техники? Я снимал для себя, ну, и для работы, то есть я интересуюсь, то, что происходит, как это, допустим, колонна посреди дороги встала, рядом караван находится, рядом находятся жилые дома, то есть я как бы немножко не понимал, для чего они тут стоят, зачем они там разместились или что они здесь стояла колонна, и как это может там повлиять на что-то, вот и все. Ну, они же не могут по воздуху летать, им же тоже нужно ездить где-то, останавливаться. Ну, это был обычный день, воскресный день. Я ни на какие объекты, ни за какие черты не переходил, то есть ни на воинскую часть, То есть я то, что видел жизнь, я ее снимал. И последний вопрос, судя по всему, если там ничего больше нет. Зачем вам корпус от гранаты F1? Там не корпус, там даже запал еще имеется. Да, ну корпус и запал. Это подарок. Ничего себе у вас подарки. Подарок СБУ. А, СБУ вам подарили? Откуда у меня может быть граната, если я не служил, я не стрелял, не бросал гранаты, не кидал. Я вообще не знаю, как им пользоваться. И в итоге мне граната F1, которую мне потом уже растолковали здесь, что у нее полет, разлет осколков, по-моему, 200 метров, если я не ошибаюсь. У меня просто лежала в машине, граната, которая обнаружили ее, ну, вы понимаете, водитель, знаете, что ничего не должно лежать под ногами, потому что закатится за педаль, и вы потом потеряете управление над автомобилем. Граната свободно лежала под ногами. Она круглая, то есть она перекатывается. У вас в кармане дырка была, что ли? По штанине? Нет, это нашли в машине. По видео, когда снимали видео обыска, она была под сиденьем. В протоколе она где-то лежала под другим сиденьем, где-то, ну, в общем, ничего не соответствует. Вот такие вот подарки бывают. Ну, единственное, что обвиняет гранату и меня, это то, что она оказалась у меня в автомобиле. Больше ничего, ни отпечатков, ничего нету. Следствие не установлено. Мне никто не спрашивал, откуда она у меня. То есть никого не интересовал абсолютно этот вопрос. Так, відповідно до протоколу обшука такого-то, в автомобілі Renault Logan вашому, який належить вам, обшук вказано транспорт за участю. В ході обшуку розпочато. Так, да, предмет, який за зовнішніми схожими ознаками схожий на... Ви акуратні, видите, були, ви в бумажному якомусь згортці. Що за бумажний згорток? Такой, как бумажный пакет. Бумажный Тоже ни отпечатков ни на нем, ни на гранате не было. На Интересно. бумаге вроде бы не бывает отпечатков. Там только, по-моему, пассажировые следы, если я не ошибаюсь. Ну, я не специалист, не скажу. Я тоже. Так, что-то где-то слышал, ты помню. Так, ну вот нашли у вас, в общем, тут. Что еще нашли? А из оружия только гранату. А по остальному вот это вот выставки эксперта. Ну, тут телефон,
История обмена сообщениями с этим, с МАК-190, у которого номер телефона Российский +7 там, да. +7. При этом это я обрежу, это я не буду, это я так для себя уже, грубо говоря. А ваш номер телефона +38. это второй, а первый? Первый Kyivstar С какого именно телефона из этих двух? служебный, со служебного телефона Vodafone, именно служебный. Вы вот через этот Вайбере общались, да? Я с ним не общался, то есть Viber зарегистрирован на этот номер. Вам инкриминируется, что вы общались с этого? Инкриминирую, да, с этого номера, да. С этого номера. Да. Экспертиза уже была уже в самом конце, после того, как телефон побывал, я брал выписку с компании Vodafone. Телефон после моего, когда меня изъяли его, он находился в сети 2 недели приблизительно, передавал, принимал какую-то информацию дальше. А тут, кстати, правильно указаны моменты вашего задержания? Не было такого, например, что вас уже задержали, а вы в это время еще якобы были на свободе? Меня задержали верно, по времени задержали. Всё ну как, правильно. там немножко, я не чему совсем, говорю? там получается меня задержали с нарушениями. Да не, ну нарушения процессуальные меня не интересуют. Меня интересует, тут некоторые рассказывают историю типа 1 марта меня задержали, а 2 марта с моего телефона была произведена эта Я переписка. тоже слышал такие истории, да. Ну это не ваша история. Нет, нет. У меня немножко другая история. У меня не сходятся даты названия файлов. То есть название файлов должно соответствовать названию именно создания файла. Здесь, допустим, имеется файл, Что как это будто за бы я файл? отправил. О чем вы говорите? Это то, что я отправил видео, якобы я отправил видео по Viber, и эксперт ссылается, что название файла 11 часов 62 минуты. То есть там такие несоответствия. И в итоге эксперт со стороны СБУ сказал, что это якобы я сам все делал, изменял время, у меня двойные часы стояли на смартфоне, причем вторые часы тоже соответствовали киевскому времени, то есть как я там менял, то есть вот такие вот нестыковки, полные нестыковки идут. Якобы я сам все изменял для чего-то, якобы запутать следствие. Ну, если вы ознакомитесь, вы тоже... Я вот понять не могу. Вы на обмен хотите? Да. Да. Так. А как же ж так? Вот вы вроде бы украинец, всю жизнь здесь прожили, вас незаконно осудили, вы боретесь за справедливость и хотите при этом на обмен. Если, скажем, с другой стране нужны мои знания, опыт, умения, я готов. Вы симпатизируете той с другой стороны? Нет, такой симпатии нет, у меня там никого нету, есть знакомые, может, друзья и все. А что вы можете сказать по поводу их действий последних 1,5 года? Именно военных действий вы имеете в виду? Естественно. Я против войны, я не поддерживаю войны никакие. Ну, вы понимаете, что они бьют ракетами, в том числе и по жилым домам, и по людям? Да, я слышал. Но это Вы что, это отрезаны возмутительно. от телевизора даже? Да, у нас нет телевизора. К У сожалению. нас Понял. никакой связи, ни телефонов, ни интернета, ни телевизора, ни радио, ничего. Как долго вы уже сидите? С апреля 22 года. С апреля 22. Да, середины 15 числа. А чей Крым? Крым, Да. Украина. Это территория Украины. Понял. Какую-то антипатию к Украине, может быть, какие-то... Нет, у меня здесь жена, дети родились, родители здесь живут. Жена и дети у вас, вы в законном браке? Да, да. Дети сколько лет? Дети одному сыну 19 лет, дочке 13 лет. Что они об этом думают? Или вы с ними вообще не общались? Я пока не общаюсь, они уехали за границу в Европе, и у меня нету связи с Они в ними. Европе? Да. В России у вас никого нет? Знакомые? Никого нет. Родственников? Нет. Заканчиваем с нашим общим длинным таким видео, где беседа, и пишем второй блок, короткий.
Мугутнов Сергей Викторович, 10 ноября 1973 года рождения. Являюсь сотрудником компании мобильной связи «Водафон». Обменяюсь сейчас осужденный по статье 114-2 пункт 3 шпионство, которое подразумевает шпионство. Я готов пойти на обмен в Российскую Федерацию. И срок еще скажите. Срок 10 лет.